Виноград – это довольно-таки южное растение, и для его вызревания требуется жаркое длинное лето. Ближний Восток, Грузия, Южное Средиземноморье являются традиционными регионами возделывания винограда, местами, где люди начали окультуривать дикие лозы и открыли для себя вино. В классической европейской античности, Древней Греции и Риме, вино уже имело огромную культурную и экономическую роль. Оно было частью повседневной диеты и религиозных церемоний, важнейшим экспортным товаром и иногда заменой деньгам. Налоги с крестьян в Древнем Риме могли взиматься вином, если ничего другого не было. Когда римляне пустились на завоевание мира, они несли в новые земли свою экономику и свои сельскохозяйственные культуры, включая виноград. И захватив Галлию, то, что мы сейчас называем Францией, они попытались и там рассадить виноградники, хотя умные люди крутили пальцем у виска. Сейчас, конечно, люди успешно растят виноград в Канаде и даже в Швеции, но это происходит благодаря векам селекции и выведения специальных северных сортов. А тогдашний древний виноград был, повторяюсь, южным растением, и разбить виноградники в 700 километрах к северу от Средиземного моря и родной Италии было нифига себе смелым решением. Север Франции – это, конечно, не Новосибирская область, но это и не Тоскана. Зимой там уверенно выпадает снег, и на почве заморозки с октября. Но древним римлянам, которые захватили этот регион и решили воспитывать в местных варварах цивилизацию, гальские холмы показались удивительно похожи на пейзажи родной Кампании, региона, лежащего к югу от Рима. И они посадили там виноград и назвали этот край Кампания, а мы сейчас произносим Шампань. Поначалу местное виноделие развивалось медленно, потому что, еще раз, для виноградарства это был район рискованного земледелия. Виноград не успевал вызревать, ягоды оставались кислыми, что делало все вино более кислым, а также более легким, то есть менее алкогольным. Алкоголь в вине – это результат брожения, процесса, при котором винные дрожжи превращают сахар из виноградного сока в спирт. Если сахара в соке мало, то и спирта в вине будет мало. Из кислого незрелого винограда получается плохое вино. Но хороший коньяк надо заметить. Да, я обратила внимание, что нездоровое количество из вас прочли название истории коньяков как историю коньяков и были страшно разочарованы. Я сделала вывод: выбирайте праздник, на который вы хотите послушать про коньяк. А пока что возвращаемся в Шампань. Несмотря на все сказанное, вино там продолжали производить и после падения Римской империи. Видимо, потому что вино, какое бы оно ни было хилое, все равно крепче ячменного пива и яблочного сидра, традиционных местных напитков. В средние века вина региона Шампань были различных оттенков от светло-красного до бледно-розового. Зеленый виноград там еще не выращивали, а красный давили и сбраживали прямо с кожицей, что и давало местным винам неубедительный розоватый цвет. Эти вина не могли конкурировать не только с яркими, насыщенными итальянскими винами, но даже и с южными французскими из Бургундии и Бордо. Но зато расположение Шампани на перекрестке двух основных торговых путей. Одного с востока на запад между Парижем и Рейнской областью, а другого с севера на юг между Фландрией и Швейцарией, принесло региону экономическое процветание и придало политическую важность. И эта политическая важность Шампани привела к тому, что местные вина получили особый статус. После того, как в 987 году Гуго Капет был коронован королем Франции в соборе Реймса, главного города региона Шампань, в течение следующих 8 столетий французские монархи следовали этой традиции и проводили свои коронации в Реймсе. И на коронационных банкетах подавалось местное вино.
Шампанские вина становятся официальным алкоголем французских королей. К XVI веку местная деревня Аи получила такой высокий статус, что тамошние вина называли «Vin de France», то есть их качество представляло всю страну, а не только регион. Название Аи стало на долгое время обозначением всех вин региона Шампань. «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо Аи» – это блок о нем, о шампанском, хотя в старые времена вина Шампани еще не были золотыми. Обратите внимание, что все это время белые вина там все еще производятся из красного винограда. Выращивать белый виноград и делать из него хорошее вино научатся позднее. Зеленые сорта, тоже шардоне, более капризны к климату и заболеваниям. В их соке нет танинов, работающих как естественный консервант. Короче, понадобилось развитие технологий, чтобы люди приступили к успешной культивации белых сортов и изготовлению из них хороших вин. А тогда виноделы Шампани делали белое вино из красных сортов винограда. И вино у них получалось не золотистым, а розоватым или сероватым. Глаз куропатки назывался этот оттенок. Это вино также было тихим, то есть не газированным, не игристым. Но это ненадолго. На сцену выходит отец Периньон. Дом Периньон вошел в популярную историю как изобретатель шампанского, в то время как он посвятил всю свою профессиональную жизнь борьбе с ним. Я объясню. Пьер Периньон был местным уроженцем. Его семья владела виноградниками в Шампани. В 17 лет он вступил в Бенедиктинский орден и стал монахом. А когда ему исполнилось 30, он был переведен в очень древнее 7 века основание и процветающее аббатство Сен-Пьер-де-Твилер, где он служил келарем, фактически завхозом, до конца своей жизни. Его уважительный титул был «дом», от латинского «доминус» – «господин». Хозяйство аббатства в его годы фактически базировалось на производстве и продаже вина. Под руководством дома Периньона аббатство удвоило площадь своих виноградников. Оно также получало десятину в форме винограда из ближайших деревень. Весь этот виноград перерабатывался в вино, которое продавалось по всей стране и даже за рубеж. К сожалению, всплыла серьезная проблема. В том веке, в 17-м, когда жил отец Периньон, вина начали бутилировать. Бутылки произвели революцию в винной индустрии. До этого вино хранили в бочках, перевозили в бочках, а потом разливали по керамическим кувшинам, чтобы поставить на стол. Но с расширением рынка и изобретением стеклянных бутылок вина начали разливать по герметично закупоренным бутылкам перед продажей оптовикам. В бутылках, куда не было доступа кислорода, вино отлично хранилось и не скисало, как в бочках, и не насыщалось вкусом дерева. Его было легче транспортировать и продавать конечному потребителю. К XVII веку эта практика стала повсеместной. Но для региона Шампань это новшество привело к новой невиданной проблеме, связанной с местным климатом. Когда в этих северных краях наступала ранняя осень и становилось прохладно, брожение вина останавливалось до того, как все сахара, содержащиеся в соке, превращались в спирт. Если вино разливалось в таком состоянии по бутылкам, оно становилось буквально бомбой замедленного действия. Когда весной становилось теплее, спящие дрожжи просыпались от зимней спячки и возобновляли брожение, то есть начинали выделять углекислый газ, который в лучшем случае выталкивал пробку из бутылки, а в худшем бутылка взрывалась, запуская цепную реакцию. Рядом стоящие бутылки, тоже находящиеся под давлением, разбивались от удара первые, и за долю секунды весь погреб мог превратиться в кучу мокрого стекла, воняющего дрожжами. С бочками такой проблемы не было, потому что бочки не герметичные, и газ из них спокойно выходил, а из бутылок нет. Во Франции такое взрывоопасное вино стали называть вином дьявола, и дом Периньон посвятил свою жизнь борьбе с этим пороком вина. Он не изобрел шампанское, оно само себя изобрело,
А дом Периньон пытался это безобразие прекратить, и в результате он стандартизировал протокол производства шампанского из красных сортов, так называемое «бланк де нуар» – белое из черного, и из его любимого сорта пино нуар. Отец Периньон требовал, чтобы сбор урожая проводился ранним утром и принимая все меры предосторожности, чтобы не помять виноград. Гнилые виноградины отбраковывались. Нужно было минимизировать мацерацию, то есть настаивание сока на кожице, отчего сок приобретал розоватый цвет. Дом Периньон смог добиться того, что его аббатство начало производить по-настоящему белое вино из красного винограда. Но он не смог остановить его от появления коварных пузырьков и не смог увидеть в этом эффекте хоть что-то положительное. По-настоящему шампанские вина станут шампанским благодаря не столько дому Периньону, сколько маркизу Шарлю де Сент-Эвремону. Этот публицист, эпикуреец и политический диссидент прожил 90 лет, из них половину в изгнании, главным образом в Англии. И, находясь там, де Сент-Эвремон сделал многое для популяризации шампанского в лондонском обществе. Он был заметной фигурой в салоне Гортензии Манчини, очень колоритной дамы, племянницы Мазарини, любовницы английского короля Карла II. Ее салон был главной тусовкой лондонских законодателей мод. И благодаря пропаганде Сент-Эвремона все модные и влиятельные люди Лондона, такие как герцог Бекингем, начали выписывать из Франции шампанское в бутылках, которые периодически взрывались. На тот момент газированность все еще считается дефектом вина. Но постепенно дикие англичане прочувствовали особую прелесть в пузырящемся, щиплющем язык прикольном вине и решили, что это не бак, а фича. Проблема была только в том, чтобы сохранить игристое вино от спонтанного выбивания пробок и разрыва бутылки. Но как раз англичане в те годы начали производить более прочные бутылки, чем французы. Англичане также заново открыли использование пробковых пробок, которые когда-то использовали римляне, но которые были забыты на протяжении столетий после падения Западной Римской империи. И эти пробки гораздо лучше держали газ в бутылках, чем деревянные затычки или восковые замазки, использовавшиеся в тот момент на континенте. Так, благодаря англичанам, а отнюдь не французскому монаху, игристые вина перестали быть дефективными и превратились в особый сорт вина, ассоциирующийся с веселым, легкомысленным высшим светом. По мере того, как популярность игристого шампанского росла в Лондоне, другие европейские дворы начали открывать для себя игристое вино, включая французов, которые ранее презирали пузырьки. В XVIII веке шампанские виноделы начали переключать свой бизнес с производства тихих вин на игристые, чтобы извлечь выгоду из этого тренда. Когда французская революция и последующие наполеоновские войны погонят в эмиграцию самый утонченный слой французского общества, диссиденты сделали все возможное, чтобы и ящики их любимого шампанского последовали за ними в изгнание. Шампанское для всей Европы станет символом французского стиля жизни и доступной роскоши, момент, который будет очень важен поднимающемуся сословию буржуазии. Во времена наполеоновских войн европейские порты подвергались постоянным блокадам, но французские виноделы и их дистрибьюторы делали все возможное, чтобы поставки французских вин во все уголки Европы не прекращались. Вам не приходило в голову, почему бравые гусары во время вторжения Наполеона в Россию пьют шампанское? Не краснодарское игристое же они пьют. Например, потому что дистрибьютор фирмы «Вдова Клико» Луи Боне зарегистрировал Вёв Клико в России как торговца кофе и начал контрабандой возить небольшие партии бутылок шампанского в бочках с кофейными зернами. Гусары молчать. В 1814 году русская армия в составе коалиционных войск вошла в Шампань. Когда русские солдаты опустошали ее погреба, вдова Клико по преданиям сказала: «Сегодня они пьют, завтра они заплатят».
Ее слова оказались пророческими, потому что в течение того столетия, вплоть до Октябрьской революции, Российская империя была вторым по величине потребителем шампанского в мире, а вдова Клико – самой узнаваемой в России торговой маркой. Оставшись вдовой в 27 лет, Барб Николь Клико взяла на себя руководство бизнесом мужа. И как истинная уроженка Реймса она знала шампанское. В те годы виноделы Шампании уже уверенной рукой добавляли в бутылки сахар и оставляли вино дозревать и начинать играть в бутылках. К сожалению, по окончании этого процесса в бутылках оставались тела погибших дрожжей. Они образовывали осадок, в принципе, обычный для всех вин. Но тихие вина можно было перед употреблением декантировать, перелить во что-нибудь, оставив осадок в оригинальной таре. С шампанским же была проблема. После того, как вы его раскупоривали, его нельзя было закупорить назад. Джин вылетал из бутылки. Юная вдова разработала технику освобождения шампанского от осадка, которую мы сейчас называем ремюажем. Ее шампанское дозревало вверх ногами, под 45 градусов, строго говоря. И рабочие погребов регулярно обходили ряды бутылок и нежно поворачивали их сбоку на бок. Осадок аккуратно собирался не на дне, а в горлышке у самой пробки. По окончании процесса бутылку быстро открывали, выпускали чуток вина с осадком, скопившийся в горлышке, доливали в бутылку смесь вина с тростниковым сахаром и закупоривали. Продукт получался чистым и настолько сладким, насколько желали заказчики. А заказчики того времени любили очень сладкое шампанское. На протяжении XIX века шампанское было намного слаще, чем сегодня. Его пили как десертное вино, а не как столовое. В то время сладость шампанского обозначалась страной назначения. Примерно так. Гу Англе – английский вкус. От 22 до 66 грамм на литр. Гу Американ – американский вкус. От 110 до 165 грамм. Гу Франце – французский вкус. От 165 до 200 грамм. Гу Рус – русский вкус. От 200 до 300 грамм. Стакан сахара на литр напитка, господа гусары. В 2 раза больше, чем в Кока-Коле, если не в 3. Сейчас такого сладкого шампанского вообще не производят. Только самый сухой английский стиль прошлого более-менее близок к современным вкусам. Теперь в самом сладком шампанском всего 50 грамм сахара на литр, а самым популярным на данный момент является брют – до 12 грамм сахара на литр. Но общий метод вдовы Клико до сих пор используют в производстве шампанского, только теперь горлышки бутылок замораживают, и давление в бутылке очень аккуратно выдавливает лед, содержащий осадок, наружу. После чего бутылка доливается смесью вина из предыдущих урожаев и тростникового сахара. Этот процесс называется дозировкой, и именно так регулируется сладость шампанского. Поначалу дом вдова Клико старался сохранить свой метод ремюажа в секрете. Но в конце 1820-х годов секрет был раскрыт, и винодельческие дома стали внедрять целые поточные линии ремюажа. С этого времени промышленные и научные революции начали формировать современную индустрию производства игристых вин. Французский химик Жан-Антуан Шапталь в своей книге «Искусство изготовления вина» 1801 года объяснил, как винные дрожжи преобразуют сахар в спирт и углекислый газ, и почему в игристом вине образуются пузырьки. Процесс добавления сахара в вино для вторичной ферментации до сих пор называют шаптализацией вина в его честь. В 1830-х годах фармацевт по имени Андре Франсуа составил формулы с точными измерениями того, сколько сахара необходимо, чтобы вино заиграло, не создавая большего давления, чем может выдержать бутылка. После чего укупорочные машины и улучшенные пробки облегчили герметизацию вина, снизив вероятность утечки газа. А в 1844-м Адольф Жикессон изобрел мюзле – проволочный намордник для пробки, чтобы пробки не выдавливались газом из бутылок.
Когда вы открываете шампанское, вы упираете бутылку в ваш корпус, после чего медленно вращаете бутылку, потихоньку вытягивая пробку и постоянно ее контролируя. Убедитесь для начала, что пробка не направлена в лоб сидящих напротив вас. Внутри бутылки давление в 5-6 атмосфер, в 3 раза больше, чем в автомобильных шинах. Пробка может бесконтрольно вылететь из горлышка со скоростью 50 км в час и наделать разрушений. Поэтому перед открытием шампанское охлаждают. Впрочем, его и не пьют тепленьким. Кстати, сабраж, отбивание горлышка шампанского саблей, базируется на этой же физике. Вы не отпиливаете горлышко бутылки и не отрубаете его. Вы должны бить саблей вдоль шва бутылки по касательной. Удар создаст волну по стеклу, и давление в бутылке довершит дело. Вы не бьете по горлышку поперек, у вас ничего не получится, бутылка крепкая. Вы саблей освобождаете джина, бутылка фактически лопается от грамотного удара. И я говорю с таким авторитетом, потому что я это делала под контролем и инструктажем профессионального сомелье. Привет, Ярослава. Пожалуйста, не пытайтесь сделать это в квартире с пьяну, без присутствия профессионалов и в присутствии детей. Впрочем, где вы возьмете саблю? В 1854 году железнодорожная ветка связала Реймс с другими провинциями страны и с морскими портами. В 1850-х годах объем производства шампанского составлял уже в среднем 20 миллионов бутылок в год. К концу XIX века шампанское уже стало уникальным брендом и завоевало свое место в мировой массовой культуре. Оно стало официальным вином праздников и побед, символом успеха в жизни, непременным атрибутом свадеб. Бутылки шампанского начали разбивать о корпуса новых кораблей, отправляя их в первое плавание. Шампанское стало символом красивой жизни. И главный специалист по красивой жизни, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, сказал однажды: «Слишком много чего угодно плохо, но слишком много шампанского в самый раз». 20 век принес шампанскому новые проблемы и новую славу. Разрушение 2 мировых войн, Великая депрессия и сухой закон Соединенных Штатов, который серьезно ударил по европейским производителям дорогого вина, не смогли победить боевого духа шампанских виноделов. Именно в Реймсе 7 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне. На следующее утро подписание акта было отмечено 6 коробками шампанского Помери 1934 года. Появление кино дало производителям шампанского дополнительный, мощнейший маркетинговый инструмент для придания своему продукту статуса гламурного, праздничного и изысканного напитка. Такие фильмы, как «Касабланка» и «Завтрак у Тиффани» закрепили в сознании всех людей, ходивших в кино, статус шампанского как символа торжества, праздника и элегантности. Огромный успех и массовая популярность шампанского привели к появлению во всем мире множества различных имитаций, таких как кава в Испании, зект в Германии и так далее. Даже в самой Франции в разных регионах широко производится игристое вино под маркой Кремам. В Европейском Союзе и многих других странах название «шампанское» юридически защищено с 1891 года, и по закону настоящее шампанское производится только в регионе Шампань и изготавливается из винограда, выращенного исключительно в этом регионе. И есть несколько знаменитых исключений и нарушений. Первое, конечно, советское шампанское, но также и некоторые игристые вина, выращиваемые в Калифорнии, имеют право носить название «калифорнийское шампанское», если они получили разрешение до 2006 года. Исторический прецедент. Но эти названия используют только для внутренних рынков. Мода на разные виды шампанского продолжает меняться со временем. Также меняется отношение к шампанскому и его репутация. А есть розовое шампанское? Конечно. К Спасибо. примеру, розовое шампанское, первоначально считавшееся признаком большого шика,
постепенно приобрело репутацию легкомысленного и почти что неприличного вина. Не зря именно розовое шампанское упоминается в песне «Отель Калифорния». Помните? «Mirrors on the ceiling», «Pink champagne on ice». Только водяного матраса не хватает для описания дома свиданий. В течение 20 века шампанское из великосветского становится молодежным и дамским напитком. Шампанское пьянит быстрее, как и любой газированный алкоголь. Мигом бросается в голову и заставляет хихикать. Это веселое и при этом обманчиво легкое вино, вокруг которого образовалась целая мифология и субкультура. К примеру, вы наверняка слышали о красавицах, купавшихся в шампанском. Но никто никогда не купался в ванне шардоне, хотя технически это то же самое. Также успела поменяться мода на форму бокалов для шампанского. Современные бокалы для шампанского – это высокие узкие фужеры. Иногда у них практически нет или вовсе нет ножки. Предполагается, что в таком бокале площадь поверхности минимальна, и, соответственно, убегание углекислого газа будет медленнее, и шампанское будет долго играть, то есть пузыриться. Но буквально еще до середины прошлого 20 века шампанское подавали в совершенно противоположной форме кубках, широких чашеобразных бокалов на короткой ножке. Вот таких я без особого труда нашла один в магазине старья. По популярной пошловатой легенде, форма купа была смоделирована по образцу груди мадам де Помпадур. В те времена вскипание шампанского считалось еще нежелательным, и к шампанскому подавали маленькую ложечку, мешалку, чтобы побыстрее выпустить излишний газ. И в широких бокалах пена оседала быстрее. Бокал шампанского, какой бы формы он ни был, наполняли не доверху, а едва до половины, иногда вообще только на треть, на один глоток. Его не смаковали часами, а заглатывали залпом. Гусары не беспокоились о том, чтобы подольше сохранить пузырики в бокале. Если вы беспокоились о сохранности пузырьков в вашем шампанском, вы пили слишком медленно. Но к середине 20 века технологии изменились, качество вин выросло, и тонкие неочевидные оттенки вкуса вина потребовали более бережливой посуды. Образованная публика начинает тяготеть к высоким фужерам, позволяющим лучше прочувствовать все оттенки букета, полюбоваться на перляж, игру пузырьков и пить не торопясь. Еще раз напоминаю, что если у вашего бокала есть ножка, вы держите его за ножку, а не лапаете жирными пальцами по чаше, согревая вино внутри. Сейчас, конечно, считается, что опрокидывать шампанское как текилу не слишком элегантно, но кто сказал, что шампанское пьют только в элегантной обстановке? Уже давно нет. Никто не мешает вам взять бутылку на лыжную прогулку или на подледную рыбалку. Наполняйте бокал только наполовину, держите его за ножку. И если шампанское перестает играть, вы слишком медленно пьете. С наступающим вас! Хороших вам праздников и наилучших пожеланий к Новому году! На следующей неделе видео не будет, потому что у всех каникулы, даже у меня. Увидимся 10 января. Всего вам доброго. До встречи!